Недавно я зачем-то вернулся поиграть во второго Amazing Spider-Man. Игра, скажем мягко, очень странная. Слушай, я сейчас не понял, подожди, я нажал на пробел, а паук меня ударил вместо прыжка. Что? Кем-то ненавидимая, кем-то любимая, а у меня она хоть и осталась в памяти самыми теплыми воспоминаниями, но при игре вызывает чувство, что мне чего-то в ней не хватает. И так во всем. Тут есть красивый запоминающийся Манхэттен, который одновременно с этим умудряется быть пустым и приедающимся, красивые анимации передвижения, глубина за которыми оказывается не глубже, чем в ручье, а ломаться они любят больше, чем твоя бывшая. А все заявленные игровые злодеи — Черная Кошка, Карнаж, Электро, Гоблин и Крейвен — забываются почти сразу, как только ты видишь титры. Второй Amazing как будто уже вышел каким-то заведомо уставшим. Это совершенно точно не та игра, где я стану искать для себя утешения в сложное время. Но жизнь интересная штука, а я красиво нагоняю пафоса. Начну издалека. Я не часто возвращался к этой игре всего по двум простым причинам. Она ужасно работает даже на неслабых железках, и как бы я ее не любил, но она мне просто надоела. Ну вот, в один из вечеров я зачем-то решаюсь зайти в нее и взять, так сказать, небольшой ментальный реванш. Боря, смотри, ради этого стоило выбрать Ryzen 5 3600. Шум симбиота? Я прикупил себе новый процессор, на котором игра теперь точно не будет выеживаться, и мне захотелось в какой-то веке полетать по этому городу без нервотрепки, найти до чего докопаться и покинуть игру с гордостью еще на какое-то время. Загружаюсь, беру костюм шума и мчусь между домов со стабильным FPS. Уже неплохо, подумал я, и вот уже собирался выходить, как вдруг на пути мне встречается магазинчик комиксов Стэна Ли. Никогда не привязывался к этой локации в игре, но делать мне было особо нечего, и что-то черт меня дернул зайти и поглазеть на фигурки, как я делал это еще 8 лет назад. Ступаю за порог и встречаю уже родное всем гикам лицо, а затем просто начинаю глазеть на магазинчик, осматривая интерьер. На фоне играет приятный джаза, блюза, кантри, а я натыкаюсь на игровой автомат. Черт, я провел на этих челленджах кучу времени. Была первая моя мысль на тот миг. И где-то с этого момента я стал постепенно пропадать в себе и своих эмоциях, которые возникли вообще из непонятно откуда. Я нахожу полочку с комиксами, которые, как я думал, бесцельно собирал на протяжении всей игры. И вы, может быть, уже знаете, но для меня это стало настоящим открытием. Здесь их можно читать. Я в душе не чаю, как мне удалось это упускать из виду на протяжении стольких лет, и при последних прохождениях я просто игнорировал эти комиксы на карте, но не суть. Я открываю первый комикс с полки, посвященный отношениям Питера и дяди Бена, листаю его, читаю, проникаюсь, затем открываю и листаю оригины злодеев, появившихся в этой игре. Здесь есть и классика, и даже Ultimate, и пока я всем этим увлеченно занимался, попутно, из-за прилавка, дядя Стэн вещал свой шуточный монолог. Видели бы вы девушку, которую я встретил на вечере по сбору средств? Очки, кошачьи глаза, грива волос, стройные ножки. Во время танца она рук от меня оторвать не могла. А где же мой бумажник? Затем я отошел и стал разглядывать игровые постеры на стенде в углу магазина. И тогда уже Питер стал продолжать за Стэном и еще больше раскрывал мне игровой лор. Еще пара прогулов, и меня ждет кризис в университете. В который игра почему-то неохотно углублялась на протяжении всего прохождения. И очень зря. Вот, например, знали ли вы, что вот этот игровой автомат, в котором я провел уйму времени, додумался изготавливать и продавать Вилсон Амбалович Фиск? А я ведь даже не пытался прислушаться к игре до этого момента. В ней просто не было какого-то вот эмоционального триггера, который смог бы меня заставить попытаться вникнуть во второй Amazing. Ни разу за весь этот локальный апокалипсис с Электроглобусом и Грингаблином-младшим мне не захотелось остановиться и прослушать те записи, что я собрал. Или, например, начать разгребать почту в коммуникаторе, чтобы уловить еще частичку сюжета. Ведь на самом деле, для привлечения интереса к изучению, игра не делает ровно ничего. Я, кстати, прослушал местные аудиозаписи после этого. Оказалось, это очень душно. А затем ко мне пришло осознание одной простой вещи. Во втором Amazing уйма занятий. Гонки по чекпоинтам, фотографирование для Джей Джоны. По всей игре разбросаны какие-то мелкие собирательные предметы, на картах находится пачка пасхалок, а в движении паучок иногда может выкинуть что-то интересное. Но игре как будто бы до этого нет абсолютно никакого дела. Бинокс почему-то усердно пытается меня убедить в том, что сюжет их игры и все, что я повстречаю по ходу, это главная вишенка, что именно от него я получу главный кайф при прохождении. И в принципе с разработкой отдельных мелочей можно не запариваться. Но, увы, нет. Именно из-за таких приоритетов и, конечно, низкого бюджета с ужатыми сроками и получилась та духота, что получилось. И иронично, что при всем драйве, что творится на глазах всю игру, главной точкой интереса в открытом мире оказался простой магазинчик с приятной компанией и не менее приятной музыкой. Тут я оглядываюсь на часы и понимаю, что просидел в этом магазинчике уйму времени. И даже не заметил, как я провалился в свои эмоции и воспоминания, совершенно позабыв о проблемах, мучивших меня еще несколько часов назад. С момента, как я вышел из магазинчика и записал это видео, у меня не только не пропало желание перепройти игру и по новой в нее вслушаться, но и возникло какое-то даже легкое душевное облегчение, ведь я нашел в этой игре что-то новое, интересное и хорошее.
Но важно учесть, что The Amazing Spider-Man 2 это все равно плохая игра, которая еще и не смогла подать себя с интересом. И я ни в коем случае не пытаюсь изменить вашего мнения в любую из сторон, а просто делюсь своим интересным открытием. Я не знаю, как долго мне будет больно возвращаться во второй Amazing, чтобы просто побыть Человеком-пауком, но навещать магазинчик дяди Стэна теперь я буду с теплотой, а это что-то да значит. Да, видео короткое, но что вы хотели. Всем нам сейчас нужно немного оффтопа, а этот ролик и есть мой небольшой оффтоп. Знаю, что, возможно, это мало кому покажется интересным, но все-таки вдруг... Дайте знать, если все-таки это так. Спасибо за уделенное внимание. Там, проверьте ссылки в описании. Встретимся уже очень и очень скоро. Все знают, что Фиск мошенник, но его невозможно взять с поличным. Он съедает все улики.